Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Добро пожаловать на новый ролик, и сегодня мы здесь с вами все вместе собрались, чтобы обсудить новый альбом Dua Lipы под названием Radical Optimism. Довольно долго Dua Lipa готовила для выпуска этот альбом, было очень много интересной информации, каких-то подходов, концептов и таких, знаете, затравочек для нас. Естественно, как обычно, мы немножко обсудим трек-лист, что получилось на каждой песне по отдельности, потом перейдем к выводам, где я, конечно же, поставлю итоговую оценку и подведу какой-то свой личный итог в этой рецензии, поэтому давайте начинать. Знаете, я не буду идти по трек-листу прям по очереди, потому что тут не везде важно расположение песен, кроме в целом начала и финала. Открывается альбом композицией End of an Era, и мне показалось, что как для старта альбома песня прозвучала очень в тему, очень, знаете, приятно. Она такая, знаете, настолько легкая, очень воздушная, очень приятная, летняя. В целом настраивает на какой-то вот концепт целого альбома, что он из себя будет представлять. Такая, знаете, легкая песня о летнем романе. Хороший запоминающийся хук в припеве. В целом звучит очень, знаете, так сглаженно, приятно, очень, я бы сказал так, по-дуалиповски. Дальше у нас идет Houdini и Training Season, и я сюда же тогда сразу включу Illusion, потому что это 3 сингла, которые у нас вышли до выхода этого альбома. Первое это Houdini, и у меня на эту песню есть отдельная письменная рецензия, если что, ссылка будет внизу на мой отдельный канал с письменными рецензиями. Из чего-то такого добавить особо мне нечего, кроме того, что я считаю по сей день, что это лучшая песня в карьере Дуа Липы. Это вот, знаете, какое-то абсолютное торжество креативной чуйки, вот этого интересного подхода в ее коллаборации с Кевином Паркером, известным как Tame Impala, с нужной подачей, вот этой ноткой какой-то самоуверенности и агрессивности. В этой песне настолько все вот закольцевалось во что-то такое идеально красивое, вот этот гитарный риф в конце, который в целом мог бы быть и на каком-нибудь альбоме Tame Impala, и настолько это все красиво сочетать в довольно традиционной поп-песне, это вот просто высший пилотаж. Вторым синглом вышла Training Season, тоже вполне себе хорошая танцевальная поп-песня, с неплохим интересным инструменталом, с хорошей подачей. Конечно, немножко она проседает на фоне Houdini, которая, ну, действительно такая, знаете, как будто высота, до которой трудно допрыгнуть, но при этом тоже очень запоминающаяся песня, которая хорошо ложится в плейлист, как бы ты вообще не слушал, что альбом, что какие-то разные песни Дуа Липы, что в целом просто рандомные песни. И за счет этого она работает, и у этой песни есть вот это, знаете, такой вот легкий ненавязчивый вайб, за счет чего она в ней нет тенденции надоедать, поэтому мне, например, она стала со временем нравиться даже чуть больше, чем в момент выхода, когда я писал на нее письменную рецензию, которую тоже, если что, можно почитать. И третьим синглом мы получили Illusion. Как я считаю, среди синглов это самая слабая композиция, потому что она прям очень стандартная для меня. Вот знаете, в ней как будто такой вот прописная попса, которая очень радийная, которую можно поставить где-то на фон. В целом, да, Дуа Липа славится тем, что она может делать такие песни интересными, креативными. Эта песня неплохая, но при этом, к сожалению, на фоне своих вот ближайших коллег, а.к.а. синглов, она все-таки немножко теряется, и тоже, если хотите подробности, то письменная рецензия есть. Трек These Walls мне тоже показался весьма приятным для прослушивания. В нем, знаете, как будто есть такая интересная, неуловимая, ностальгическая какая-то нотка. Я не могу объяснить, что конкретно она мне напоминает и какую именно ностальгию она во мне вызывает, но какие-то, вы знаете, такие теплые чувства, как будто ты слушаешь что-то хорошее из вот как будто детства, вот какие-то такие эмоции у меня почему-то вызывает эта песня, наверное, больше из-за инструментала. При этом по подаче, по исполнению песня в целом вполне себе неплохая, в рамках альбома ложится тоже прекрасно. Касаемо What You Doing, мне кажется, что это как будто более такая, знаете, stripped-down версия чего-то из Future Nostalgia. Песня в целом неплохая, я не могу сказать, что она меня вызвала какие-то прям восторги. Тоже, знаете, такая ненапряжная, хорошая песенка, которую в целом можно послушать, но можно не послушать. Если вдруг ты ее пропустишь, чего-то прям особо не потеряешь. Вот касаемо French Exit, у меня почему-то какие-то очень спорные эмоции от этой композиции. Она как будто задумывалась как что-то, знаете, такое вот интересное, такой вот флёр, но как будто в ней что-то для меня не до конца работает и не сильно сочетается, что ли, текст и инструментал, мне показалось. Знаете, как будто существуют немножко отдельно друг от друга,
и из-за этого мне кажется, что песня немножко все-таки проседает и в своей вот этой вот идее, знаете, вот этот French exit, уходим по-французски, ну не знаю, как-то вот она немножко не дожала, как мне кажется, хотя опять же в такой вот summer vibe альбома в целом более-менее ложится. А вот при этом Falling Forever мне показалось очень интересной, она мне понравилась за счет того, что они тут настолько пытались перемудрить с вокалом, да, показать при этом какой-то вот vocal range, скажем так, все, что она там могла, накричала, она накричала в этой песне, но мне показалось, что в этом есть какая-то своя изюминка и особенность, как минимум показать какую-то вот, знаете, чувственность, как будто, опять же, тут понятно, весь альбом достаточно такой простой про любовь, вот это отношения и все такое, и тут она вот вроде как, знаете, такой вот крик о любви, мне кажется, звучит здорово, голос Дуа Липы хорошо работает на таких вот, знаете, кричащих нотах. Это немножко в какие-то моменты может казаться комично, как будто они, вы знаете, специально перебарщивают, но мне вот эта вот специальность кажется действительно специальной, они как будто они вот настолько серьезно к этому отнеслись, что они верят, что там в этой песне какой-то супер трагический, знаете, какой-то посыл. Нет, мне кажется, к этой песне нужно относиться, как в целом к альбому, забегая вперед, нужно относиться намного проще, и за счет этого она начинает работать, поэтому вот Falling Forever один из моих фаворитов этого альбома. Но зато дальше нас немножко убивают композиция Anything for Love, потому что это какой-то огрызок, композиции, который вроде как в начале такой вот, вроде, да, типа мы дошли до баллады на этом альбоме, в итоге это опять же не баллада, а переходит это все в какой-то такой дэнс-танцевашку, при этом песня абсолютно какая-то незаконченная, какой-то просто обрубок, как будто демку не до конца доделали. Даже если не хотели что-то, знаете, такое более raw, такое сырое вставить на этот альбом, но это можно было сделать как-то, не знаю, по-другому, но как-то, не знаете, лучше, чем то, что получилось с этой песней. И вот касаемо Мария, тоже у меня очень, знаете, такие разностороннее мнение. Мне как будто нравится, что они пытались сделать с этой песней, немножко, знаете, поиграться инструментально, подать это все немножко в другом ключе. Опять же, песня такая, знаете, немножко обновленная версия Джалин, что ли, только там глазами Дуа Липы, уже такой, знаете, современного совсем человека в плане молодого. Но опять же, как будто они немножко переиграли, пытались настолько показать вот этот вот весь вайб с какими-то гитарами, с какими-то элементами там легкого психодела кое-где, что опять же как будто это все вместе не сложилось в одну песню, хотя ну вот как бы идею я вижу, что была хорошая. Но зато заканчивается альбом на высокой ноте, это композиция Happy for You, тут у нас впервые на этом альбоме случается более такой, знаете, confessional songwriting, то есть больше такая личная песня о любви, то есть что-то более такое, то, что можно отнести к личности Дуа Липы, как рассказчика этой композиции, этого альбома. В целом работает здорово, альбом закрывает круто. Наверное, я бы сказал, что это лучшая закрывашка на альбомах Дуа Липы. Я при этом очень люблю Boys Will Be Boys с Future Nostalgia, но как будто Happy For You более артистически и креативно подала идею, чем хочется завершить этот альбом, потому что, условно, Boys Will Be Boys — это такая, знаете, песня вот в лоб тебе поющая все слова, без какой-то супер креативной подачи, а тут же вот это все сработало намного более, вот знаете, глубоко, что ли, не так поверхностно, как это могло быть, поэтому закрывается альбом тоже, я считаю, на очень высокой ноте, так же, как, в принципе, и открывается, за счет чего впечатление складывается, в общем, вполне себе неплохое. И да, всего 11 песен на альбоме, 36 минут, не затягивают нас материалом, поэтому давайте переходить к выводам. Ну и что такое 36-минутный альбом Radical Optimism от Dua Lipa? Это вполне интересное заигрывание с новым поджанром в попсе, который пробует Дуа Липа, потому что в целом я уважаю ее креативный подход. Мне кажется, что она огромная трудяга, и она над своим материалом, какими-то идеями и концепцией своей карьеры думает наперед и довольно далеко. И за счет этого мне кажется, что она всегда имеет какую-то идею в своей голове, и идея поработать над новым альбомом с Кевином Паркером, Тейм Импала, это очень смело в рамках такой, знаете, традиционной радийной поп-звезды. И, наверное, да, с моей стороны, мне судить как человеку, который очень с открытыми глазами относится к музыкальным экспериментам,
Мне, конечно, показалось, что в каком-то моменте они все-таки не дожали свою коллаборацию вместе, и это могло получиться куда более интересно, хотя при этом, как вот критик, я понимаю, что, естественно, когда ты работаешь с новым продюсером и берешь его как главного продюсера на альбом, ты не обязан условно прогибаться под этого продюсера и становиться там его какой-то игрушкой, становиться его звучанием, потому что, опять же, у нас есть Тейм Импала, это отдельно такой вот артист, который выпускает свой материал. Естественно, это всегда какой-то коллаборационный эффект, и тут влияние Дуа Липы на Тейм Импала как будто было чуть-чуть выше, чем влияние Тейм Импалы на Дуа Липу. За счет этого альбомы и композиции звучат все-таки ближе к ней, но при этом у нас тут довольно много интересных каких-то отсылок, интересных моментов в инструменталах, над которыми слышно, что здорово поработали, внесли какие-то, вот, знаете, мелкие интересные нюансы, которые очень слышны, которые я подмечаю, которые мне кажутся здоровскими, потому что в поп-музыке такое используют нечасто и вот в такой вот манере. Да, конечно, я могу сказать, что их коллаборация над Houdini, это, знаете, такой получился эпицентр просто их сотрудничества и композиция, которую в целом трудно, наверное, повторить, да и, наверное, не стоило, потому что если бы вышел весь альбом условно по кальке там Houdini, это тоже было бы не очень. Они же попробовали какие-то разные звуки, покидали нам каких-то, знаете, разных затравочек, не везде они как будто окупились в конечном итоге и представили из себя что-то супер концептуальное, интересное или прям сильно что-то новое, но при этом в рамках альбома это как бы все более-менее ложилось нормально. Чего мне лично не хватило, наверное, в этом альбоме, это все-таки его более какой-то собранности музыкальной, потому что в целом, если каждую песню разделить как отдельную композицию вне альбома, она звучит вполне себе нормально. То есть, единственное, я бы там выкинул Anything for Love, потому что для меня это получилось какой-то недопесней. Все остальное, как отдельные композиции, работают. Что касаемо целого альбома и то, чего можно было бы, наверное, в его рамках донести, мне кажется, тут они все-таки немножко промахнулись, потому что, условно, возвращаясь к прошлому альбому Dua Lipa, у нас была Future Nostalgia, это альбом «Концепция», который тоже, несмотря на то, что отдельными песнями очень хорошо работал, вместе складывался в великолепную, потрясающую, суперскую работу вот этого вот диско-вайба с ретро вот какой-то ноткой, но очень современными обработками и подачами. Тут этого как будто не чувствуется. У меня сложилось такое ощущение, что альбом как будто пытались все-таки, так как все-таки Дуа Липа понимает, на какую аудиторию она работает, пытались все-таки более как-то оформатить, что ли, под попсу, которая бы стопроцентно была такой немножко, знаете, беззубой и всем заходила, за счет чего кое-где им пришлось пожертвовать более интересными ходами. Я не могу сказать, что она прям обязана уже к третьему альбому выдавать что-то там супер радикальное. Опять же, отсылая к названию альбома, чего-то хотя бы радикального, возможно, какой-то вот одной-двух песен, которые, может быть, не зашла бы какому-то стандартному слушателю, но была таким, вы знаете, бриллиантом альбома для вот музыкофилов, как называется правильно, короче, фанатов музыки, которые вот больше открыты к чему-то необычному, новому, возможно, за счет этого альбом и тогда больше сложился во что-то более интересное. Но как будто альбом и не пытается презентовать себя как что-то овер-концептуальное, потому что, опять же, я не рассматриваю это все в рамках каких-то там интервью, затравок, что нам рассказывали, потому что я оцениваю конкретно вот альбом, который мы получили, который я уже успел послушать, наверное, раз 5. И этот альбом как будто и не ставит себе цели относиться к нему серьезно, потому что все, включая тексты, которые, опять же, не будем скрывать, очень поверхностные. И опять же, от Дуа Липы, наверное, не ожидаешь чего-то там жесткого или супер глубокого, потому что она не тот артист, она вообще себя никогда не подавала как какой-то там супер сонрайтер и все такое. Все равно слишком упрощенные некоторые лирики кажутся. Мне кажется, уже весь твиттер пошутил про то, что на двух песнях используется рифма Together Forever. Да, конечно, это немножко перебор, когда ты все-таки от артиста, который, ну, уже нам показывал, что может выдавать действительно стоящий материал, который способен соревноваться с суперконцептуальными какими-то интересными альбомами, претендовать на Грэмми, который там, ну, условно, я в год Future Nostalgia чуть больше, вот буквально на капельку болел чуть больше за Future Nostalgia на альбом года на Грэмми, чем за победителя Фольклор. И вот тут как будто она решает быть настолько доступной и простой в подаче своего материала, что полностью отказывается от какого-либо более креативного концепта, которого вот на этом альбоме как раз-таки и не хватило. И, опять же, вот я не требую от этого там полной работы с каким-то там погружением, но
Условно, если бы вместо там композиции вроде Anything for Love или French Exit или Maria мы сделали, допустим, какую-то вот тройку отдельную в центре альбома с чем-то более смелым, что, да, возможно, не было бы сингловым материалом, но что-то, что выдало бы вот какую-то надежду и желание подать себя как человека, который не боится экспериментировать. И знаете, вот для меня лично лучше артист попробует что-то кардинально новое и провалится, чем будет сидеть все время в одном и том же. Я более открыт к этому, я бы за это не сильно судил артиста, но при этом вот Дуа Липа не решила пойти на этот риск и, наверное, в этом плане немножко что-то потеряла. В целом же альбом, он такой, знаете, воздушный, очень легкий, очень летний. Опять же, естественно, его выпустили к лету, как вот затравка на то, что это саундтрек теплых дней вот этого вот жаркого вайба. И да, в этом плане он отлично к этому всему подходит. Последний раз для меня таким хорошим летним альбомом, который лучше, чем этот, для меня стал Solar Power от Lorde. Но Solar Power, он все-таки строился на каких-то нюансах, на каких-то, знаете, более контекстных моментах. Тут же Дуа Липа просто в лоб поет, что вот, у нас лето, нам жарко, нам хорошо, у нас тут любовь, расставание, и давайте вот это все возведем в какую-то супер оптимистичную ноту и выдадим альбом, в котором все настолько легко, просто и понятно, что вам не нужно там сидеть, ломать голову или там, условно, как в Тейлор Свифт, сидеть там, не знаю, еще 2 суток разбирать, о чем она пыталась нам сказать. Я понимаю желание сделать такой альбом, в целом в этом ничего зазорного и плохого нет, и если рассматривать его только в этом контексте, то он отлично справляется со своей задачей, потому что включить его на фоне, где-то на радио, на пляже, просто в какой-то летний день себе поставить, он отлично проиграет от начала до конца, и все будет в этом плане зашибись. Но если рассматривать его в рамках концепта, в рамках карьеры Дуа Липы и того, что она подала, конечно, ожидания, возможно, могли быть выше. Я, опять же, их никогда особо не делаю для себя, но, конечно, Houdini была слишком жесткой заправкой к этому всему, и дальше все немножко все-таки немножко отступала назад с каждым разом, и альбом как будто больше поддержал вот Training Season и Illusions, вот это вот более вот я не буду пытаться вас чем-то нагрузить, поэтому давайте просто хорошо проведем эти там 36 минут вместе, и мы в целом провели очень хорошо, но какого-то особого следа этот альбом в тебе не оставляет. Тебе вот хорошо с ним в моменте, а потом завтра ты его можешь не вспомнить, пока его не включишь еще раз. Это вот, знаете, как будто та самая вот мимолетная любовь, о которой неоднократно упоминалась на этом альбоме, что вот тебе хорошо в моменте с человеком, а завтра ты понимаешь, что как бы а как звали этого человека? Не помню, да фиг с ним, главное, что было хорошо в моменте. И вот этот альбом как будто вот нам предлагает именно такую эмоцию. Вот знаете, учитывая, что альбом нам пытался преподноситься как такая отсылка к рейв-культуре, брит-попу и немножко вот поп-психоделу, знаете, вот кого этот альбом мне напомнил больше по вайбу вместо всего этого? Аббу. Это альбом, похожий на творчество Аббы, как будто его вот перенесли в 2024 год с современным подходом, современной обработкой, потому что часть песен как будто действительно отсылают немножко к этому и заставляют задуматься, что вот, наверное, та нотка ностальгии, о которой я говорил по поводу некоторых песен, это как будто вот, да, это то, что я чувствую, когда слушаю, наверное, музыку Аббы. И исходя из всего этого, касаемо оценки, я ставлю этому альбому 7.0 из 10. Это неплохой альбом, который отлично зайдет вот на ближайшие несколько месяцев. Я считаю, что каждый для себя найдет каких-то фаворитов. Тут есть песни, которые отлично можно раскрутить на радио, как-то с ними работать дальше. Тут есть песни, которые вот я для себя новые открыл, которые явно войдут в мой плейлист, но при этом не особо заставят себя вернуться в рамки альбома и там еще раз задумываться, что нам пытался сказать автор. Ну и что, вот такие у меня мысли по поводу альбома Radical Optimism от Дуа Липы. Теперь ваша очередь. Обязательно напишите мне в комментариях под этот ролик, что вы думаете о новой пластинке Дуа Липы, какие песни вам понравились, какие нет, что вы думаете о концепте этого альбома, насколько вам понравилась коллаборация Дуа Липы с Кевином Паркером. Как обычно, все жду от вас, насколько можете развернуто или нет, как вам нравится, но я обожаю вот этот вот диалог весь почитать, и то, что у меня всегда комменты очень, знаете, такие осознанные, интересные от людей со своим мнением, которые умеют его расписать, это очень здорово. Конечно, не забывайте поддержать
ролик лайками, комментами, там, как хотите, как знаете. Не забывайте заходить в мой телеграм-канал, у нас там сейчас начинается активная фаза Евровидения, естественно. В целом все ссылки интересные можете найти внизу, как обычно. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ну как же вкусно, вот почему и не сделать такого еще на альбоме? Вот и что это за огрызок? Вот, ну вот что? Что ты пыталась этим сказать, Дуа Липа? Скажи мне. Алло. Непонятно.